Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами разберем вот такой вот узор. В первых видеокадрах вы видели жакет. Выкройка у нас для этого жакета есть, она очень простая. Сейчас вот вы ее видите на экране. Она как бы показана нам без воротника. В самом изделии у нас связан еще воротник. Воротник мы можем связать как спицами, так и крючком. Есть специальная техника, да, вязания резинки. Я думаю, многие ее знают. Если не знают, пишите, я сделаю для вас видео. Потом жакет у нас сделан с шерстяной нитки. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Не знаю, вполне возможно, что ее можно сделать из хлопковой нитки. Это может быть, в конце концов, посмотрите, какой интересный узор. Вполне возможно, я уже когда-то его и разбирала. Пока вязала, мне почему-то так вспомнилось, да? Это может быть и платье с хлопковой пряжи и с вискозы. Поэтому он предельно прост, смотрится хорошо. Итак, давайте с вами разберем. Для образца я предлагаю набрать 41 воздушную петельки. Далее прямо с этой 41 я связала. И с этой точки вяжу 3 воздушных петельки подъема и 2 петельки у нас как бы для арки или даже полуарки. Посмотрите, вот это у нас была последняя 41, значит это 40, в 39 как бы от конца я захожу и вяжу столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. На цепочке считаем 1, 2, 3, 4. В четвертую вяжем с вами столбик без накида. И таких у нас с вами для нашего образца должно быть 9 полных арок и 2 половинки. Вот 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Вот она четвертая. Довязываем. Итак, вот у меня с вами 9 арок. Это половинка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 9 арочка. И теперь остается половинка. 2 воздушных петли, накид, вот одна петля. В последнюю петлю мы зашли и связали столбик с одним накидом. Повернули наше вязание. С этой точки вяжу 3 петельки подъема, которые соответствуют столбику. И под арочку вяжу еще 3 столбика. 1, вот второй. И вот третий. Итого в итоге 4. И закрепляюсь под ходу, идущий под первую арочку по ходу движения. 5 воздушных петель. Это 1, 2, 3, 4, 5. Зашли под арку. 1, 2, 3, 4, 5. Зашли под следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас с вами 3 полных арки. С этой точки я делаю накид, захожу под арку по ходу движения и вяжу 7 столбиков с одним накидом. 7 столбиков связали и закрепляемся под арочку по ходу движения. Теперь опять с вами вяжем полных 3 арки. Видите, вот 1, 2, 3. И потом у нас будет половинка веера. Сразу хочу сказать, что раппорт у нас в ширину составляет 20 петель. Итак, продолжаем вязать с вами арки по 5 воздушных петель. И закрепляемся. Их у нас будет 3. 3 арочки связали. С этой точки, с которой был последний столбик без накида, я делаю накид. И здесь у нас, вот видите, такая полуарка. Мы заходим в нее и вяжу 3 столбика под арку. А 4-й столбик я вяжу как бы в 3-ю петельку подъема, для того, чтобы выровнять наше полотно. Да? Вот так вот. Повернули вязание. 3 петли подъема, столбик, 1 воздушная петля, накид. Заходим в столбик нижнего ряда, столбик с одним накидом. 1 воздушная петля в следующий.
Как вы поняли, все веера этого ряда будут вязаться столбик в столбик через одну воздушную петлю. Вот так вот у нас выглядит половинка. И мы опять ее фиксируем под арку. 1, 2, 3, 4, 5. Под арку. Это у нас одна арка. 1, 2, 3, 4, 5. Под арку столбик без накида. Если посмотрим по ходу движения, у нас уже с вами появляется веер. Значит, я делаю одну воздушную петлю. Здесь я, по-моему, пропустила в конце тоже одна воздушная петля. Накид. Мы заходим с вами в столбик. Одна воздушная петля в следующий столбик. Обратили внимание о том, что у нас в нижнем ряду было 3. Сейчас у нас с вами 2 полные арки. Смотрим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Между каждыми столбиками по воздушной петле. Последняя воздушная петелька, заходим под арку и закрепились. Таким образом мы вяжем с вами полностью все полотно. Видите, опять 2 арки и опять-таки веер. Завершаем. Довязала я образец. Вот опять-таки 2 арки и полувеер. Столбики через одну петлю. Повернули вязание. 3 петельки подъема, это столбик. Теперь у нас идут 2 петельки между столбиками. Зашли в нижний ряд, связали столбик. 2 воздушных, следующий столбик. 2 воздушных, следующий. 4 у нас их, да, поэтому мы сейчас опять-таки завершаем как 2 воздушных и фиксируемся под аркой, идущей по ходу движения. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 под арку. И следующее, видите, как вы видите, у нас идет опять веер. Поэтому 2 воздушных петли, накид и заходим в каждый столбик веера очередного и вяжем столбики через 2 воздушных. Обращаю ваше внимание, смотрите, у нас остается с вами одна полноценная арка между веерами. Так, продолжаем. Завершила я этот ряд, как вы видите, да, половинка веера. Одна арочка, полный веер, одна арочка и опять половинка веера. Повернули вязание, и теперь мы будем с вами разбивать ряд для следующих вееров. Если посмотрим, то они у нас в шахматном порядке расходятся. Будем делать сейчас вот этот ряд. Повернули, с этой точки мы вяжем с вами 1, 2, 3. Это будет столбик. 1, 2, 3, 4. Мы заходим с вами вот в первый столбик и вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Один столбик пропускаем, в следующий зашли, связали столбик без накида. С этой точки, смотрите, я делаю накид и захожу под арку, одну единственную, которая у меня есть, да, между моими веерами. И в эту арку вяжем 7 столбиков с одним накидом подряд, без всяких воздушных петель. 7 столбиков связала, и дальше у нас идет, вот видите, веер. Я захожу в первый столбик и как бы закрепляюсь, закрепила свой веер, вот как. Теперь 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Один столбик пропускаю, во второй зашла. 1, 2, 3, 4, 5. Один пропустила, во второй зашла. 1, 2, 3, 4, 5. Один пропустила, зашла в столбик, и это у нас с вами последний столбик в этом веере. Видите, делаю накид, захожу под арку и опять вяжу 7 столбиков
7 столбиков связали. Далее у нас идет веер. В первый столбик веера 1, 2, 3, 4, 5. Один столбик пропускаем. Следующий столбик без накида. А здесь, как вы видите, у нас вот последний столбик или 3 петли подъема, поэтому мы с вами вяжем 1, 2, 3, 4, накид, в третью петельку подъема зашли и связали столбик с одним накидом. Вот так. Вот у нас с вами, видите, мы перешли к новым веерам в шахматном порядке. Что теперь? Повернули вязание. И дальше я вяжу 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Я захожу под арку и связала столбик без накида. Вот так, видите? Как бы вот эту арочку мы пропустили, сразу зашли в эту. А далее, как вы видите, у нас идет веер. Такая ситуация уже была. Одна воздушная петелька накид. И вяжем с вами 7 столбиков с одним накидом через одну воздушную петлю. Связали мы с вами веер. Одна воздушная петля. Вот так. И фиксируемся под аркой по ходу движения. Видите, вот наши 3 арки были. Теперь, как мы помним, у нас их 2. 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас будет первая арка. И 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас будет вторая арка. Одна, вторая. Одна воздушная петля накид и опять веер. Все повторяется, все одинаковое. Очень просто, легко. Вот видите. Вот мы с вами как бы вот связали вот этот ряд. Затем у нас пойдет ряд через через 2 воздушных петли, да, и следующий ряд мы опять с вами в этом же месте сформируем следующий веер, и так у нас будет идти полотно в высоту. Получается о том, что раппорт у нас вот в ширину от центра этого до центра этого, а в высоту у нас получается раппорт вот заканчивается вот так вот, видите, то есть я уже начала следующий, вернее даже, да, вот он раппорт у нас в высоту до вот этого ряда. Мы с вами как бы связали сейчас второй ряд. Еще, ну давайте сейчас завершим. То есть я сейчас завершаю столбиками. И здесь у нас с вами будет... То есть в этом ряду у нас 2 веера. Из 3, видите, сделали 2. Закрепились под аркой после веера. И теперь смотрите, 5 воздушных петель, накид, в третью петельку подъема вяжем столбик и выравниваем этот ряд. Сделала так, чтобы ни у кого не было уже вопросов, как завершается. Видите? Теперь повернули с вами вязание. И 1, 2, 3, 1, 2. Мы с вами идем под вот эту большую арку, связали столбик без накида. Теперь 2 воздушных петельки, накид, зашли в первый же столбик, связали 2 воздушных петельки, накид, следующий столбик. Итак, довязываем веер. Тут вы поняли, да? 3 петельки подъема, 3 петельки и опустились на вот эту же арку. Смотрите, сделали веер, 1 арка, сделали второй веер, и мы дошли до края. 2 воздушных петельки, вот наша большая арка, мы под нее зашли, закрепились. Теперь вот 1, 2, 3. Накид, в третью петлю подъема зашли, связали столбик с одним накидом. Вот так вот, видите, выровняли наш ряд.
по большому счету, вот мы с вами сделали раппорт в высоту. Как дальше нам с вами разбить? Что мы с вами делаем? 1, 2, 3. Накид. Вот в эту маленькую полуарку мы зашли с вами, связали 7 столбиков. Я это сделаю последний ряд, чтобы вы уже ориентировались, как дальше работать. Ой, не 7, а 3 столбика. Да, это же половинка, то есть это будет вот 4. 1, 2, 3, 4. Зафиксировались в первом столбике. 1, 2, 3, 4, 5. 1 пропустили во второй. 1, 2, 3, 4, 5. 1 пропустили во второй столбик, столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5. 1 пропустили, следующий зашли, связали. Смотрим. Далее у нас осталась вот одна арка. С этой точки делаем накид и вяжем 7 столбиков. 7 столбиков связали. В первые столбики, вот наш веер, да? В первый столбик веера связали столбик без накида. Опять идут арочки по 5 воздушных петель. Через один столбик провязываем. 3 арки должно быть. Получили 3 арки, зафиксировались в последнем столбике, накид, и под вот эту маленькую арочку вяжем 3 столбика и столбик с одним накидом вяжем в третью петельку подъема. Все, дальше у нас идет полностью все повторение, ничего нового. Схема будет, вы всегда сможете к ней обратиться и связать себе вот такой вот узор, то ли в жакете, то ли в каком-то другом изделии вы увидели этот узор. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте я с вами прощаюсь. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну а вам творческих успехов и до скорых встреч.